Всем привет, меня зовут Кэт, и сегодня мы будем ремонтировать ноутбук Samsung. Как мы видим, потребления нет, и реакции на кнопку включения тоже нет. Давайте быстренько разберем наш ноутбук и посмотрим, в чем же тут дело. Отключаем АКБшечку и добираемся до материнской платы. И что у нас тут? Жесткий диск, а не SSD и одна флешка оперативной памяти. А вот и наша плата. Давайте еще раз подключим ее к лабораторному блоку питания и посмотрим, что тут будет с потреблением. Ага, вон оно как. Качественная байка. Неудивительно, конечно, что не было потребления. Давайте посмотрим поближе. Это так разъем меняли. Угу. Хорошо. Ну нет, конечно. Так, а здесь у нас следы залития. Материнская плата, скала 3, ла-ла-ла-ла-ла. Итак, картридер немного залило здесь. Давайте-ка повнимательнее посмотрим, что у нас тут. А знаете, все не так плохо. Да, следы залития есть, но плата почти не пострадала. Да, как видим, даже в реакцию особо не вступала. Так что, думаю, будет достаточно просто отмыть. Так, а здесь? Да то же самое. Вот здесь вот 3 кондерчика, вот их нужно будет пропаять. Да, тут немножко подгнили. Ну, подгнили немного, ничего страшного. Так, а вот так вот жидкость у нас текла, значит. И до сюда. Блин, похоже на ржавчину, но нет. В общем... Да нормально. Бывает и хуже. Снимаем нашу батарейку и давайте мыть плату. Ну а что, по-моему, неплохо. Так. И вот они, 3 топлина плющихи. Короче, берем зубопаяльник и погнали. Чуть-чуть припаяем их и нормально. Ну. Отлично. А теперь к разъему. План таков. Надо его демонтировать, посмотреть, в каком он состоянии. Ну, а дальше по обстоятельствам. А плеточкой мы убираем остатки припоя. Ну, тут все нормально. Очищаем. Так, ну отлично. И смотрим, что у нас с разъемом. В принципе, нормально. Еще немного флюса и убираем тоже излишки припоя с него.
Ну все, чистим и устанавливаем назад на место. Усё готово к пайке. Короче, паяем. Проходимся паяльником с припоем по всем выводам. Ну и отлично. Осталось очистить и в путь. А чё, неплохо. Давайте включать. А потребление 0. Разъем. Нет, разъем в порядке. Так, давайте-ка разбираться, что-то у нас происходит. Итак, 19 вольт есть на входе. Отлично. 8-я ножка микросхемы биоса не запитана. Ладно. Так, а вот тут 19 вольт нету. Окей. Первый входной MOSFET на выходе нету. И на входе нету. Так, давайте-ка в режиме прозвонки посмотрим, может у нас входные пробиты или занижено ПВ плюса что-то. Так, входные целые. Ладно. А относительно земли? А относительно земли тоже все в порядке. Так. Ну, дросселя не в обрыве. Уже хорошо. От разъема до первого входного доходит. Угу. На землю не звонится. Ну, входной MOSFET в порядке. Окей. Поменяем мультиметр на всякий пожарный. Давайте еще раз включим. Итак, 19 вольт есть. Какое-то напряжение появилось. 2,7. Ладно. 3. Только что же 19 было. Не поняла. Еще раз. 19 вольт. 19 вольт. Так, а если легонечко прикоснуться? А если легонечко прикоснуться, то там 3 вольта. Ага, 2,8 даже. Угу. Короче, надо смотреть. Ага, ну точно. Так, идите-ка на ручки, сейчас вам кое-что покажу. Как вам такое? Трещина в припое. Короче, надо пропаять. И снова подключаем нашу плату. Ну, давай. Угу. Уже лучше. Какое-то потребление есть. Идем в верном направлении. И 19 вольт на первом входном освете. Отлично. И вставляем нашу батареечку. Ага. Ну ладно, меняем нашу батареечку. Отлично. О. Сойдет. Давайте быстренько почистим от пыли и поменяем термопасту. Тут
Тут явно давно не чистили. Чудненько. Ну что, КПТ-8? КПТ-8? КПТ-8. Кристалл процессора немного потертый. Так, видеочип нормальный. Короче, собираем обратно. И включаем. И включаем. Включаем. Он не включается. Твою ж налево. Так, ладно, это явно не то, что я ожидала. Так, посмотрим, что на кнопке у нас. Серьезно? 2 вольта? Ладно. 2 вольта. Потребление какое-то странное. Так. Еще раз включаем наш ноутбук. 2 вольта. Ну, либо мультиконтроллер, либо кнопка. Давайте на разъеме сделаем замер. Так, один щуп на землю. Это у нас тоже земляной. А следующий должен быть кнопка 1.6, 1.5, 1.5. Так, а сейчас на кнопке сколько? Что-то тут скачет напряжение. Короче, давайте отключим от платы кнопку, ну шлейф вернее, и еще раз сделаем замер на разъеме. Ну, непорядок явно. Так, а сейчас... А сейчас как надо? Как в аптеке 3,3. 3,3 вольта. Походу нам повезло и дело в кнопке. Ну да, залито немного. Покислены немного ноги. Короче, поменяем кнопку. Но потребление у платы все равно странное. И даже замкнув контакты на разъеме без самой кнопки включения, плата не стартанула. Мультиконтроллер явно кнопку отрабатывает. И куда же нам смотреть? В сторону хаба или биоса? Неудачно поменяли разъем, ну допустим. Трещина в пайке, предположим, плата на излом пошла. Подсажена батарейка к МОС, хорошо. Залита кнопка, просаживает 3,3 вольта, допустим. Это все равно не объясняет, почему плата так себя ведет. Короче, предлагаю посмотреть осциллограф, что у нас там на SPI флешке. Потом смотрим под хаб. Потом думаем, что делать. Ну что, 3,3. 3,3. Отлично. С кнопочкой разобрались. Двигаемся дальше. Нажимаем. Реакция есть, но изменений почти нет. Какое-то, блин, странное потребление все равно. Опа. В прошлый раз она, по-моему, так же сделала. Блин, потребление маленькое, но какое-то странное. О, кулер закрутился. Так, кулер крутится. И на этом все.
Короче, смотрим 5-6 ножку. Ничего. Сейчас подождем, пока плата попробует стартануть. Высокий уровень. И на этом все. Окей, хорошо. Смотрим под хаб. Компаунд и все. Под хабом ничего нет. Даже не знаю, хорошо или плохо. Да, все в порядке под хабом. Предлагаю сбросить BIOS. Так. Вот эти два контактика. Давайте замкнем. Еще раз включаем. Замыкаем. Нажимаем нашу кнопку. Давай. Я в тебя верю. Опа-да. Так, выключилось. Бинго. Ну что ж, в правильном направлении двигались. Кто молодец? Я молодец. Собираем наш ноутбук обратно. Давай, дружок, собираем. Так, в этот раз давай без сюрпризов. Включается, включился. Окей. Так, ладно. Заходим в BIOS. Выставляем нужные настройки. И давай. Ну что, могу нас поздравить. Ноутбук мы отремонтировали. Лайки, комменты, подписка. Спасибо, что были со мной. И пойдемте пить чаек с плюшками.